Добрый день! Сегодня готовим рогалики с орехами и изюмом. Для теста берем муку 500 грамм, молоко 250 грамм, сливочное масло 60 грамм, одно яйцо, 80 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и 6 грамм сухих дрожжей, соли 1/4 чайной ложки. Сначала берем дрожжи и смешиваем их с 1 столовой ложкой сахара, 2 столовыми ложками молока и 1 столовой ложки муки. Все продукты берем из общей массы, предназначенной для замеса теста. Перемешиваем эту смесь. Вначале она густая, но сахар растает, и смесь станет жидкой. Вот смотрите, какая она получается. Отставляем эту смесь. В емкость для замешивания теста разбиваем 1 яйцо. Добавляем сахар. И перемешиваем, не взбивая, просто до объединения сахара с яйцом. Теперь добавляем теплое, разогретое до 40 градусов молоко и дрожжевую смесь. Размешиваем. Полного растворения дрожжевой смеси добиваться не нужно. Она размешается, когда начнем добавлять муку. Предварительно просеянную муку добавляем в жидкость частями. И замешиваем тесто. Добавляю соль. Когда тесто уже достаточно густое, выкладываем в него размягченное сливочное масло. Слегка вмешиваем его в тесто ложкой. И продолжаем замес руками. Высыпаем всю муку, предназначенную для замеса. Когда вся мука вмешалась, перекладываем тесто на стол и вымешиваем хорошо в течение 3-4 минут. Тесто должно получиться эластичным, мягким, но не липнуть к столу и рукам. Емкость смазываем растительным маслом. Помещаем в нее тесто. Накрываем. И оставляем в теплом месте для подъема на 1 час или на 1,5. У меня тесто подходило 1 час 20 минут. Приминаю его. Смазываю стол маслом. Выкладываю тесто, слегка растягивая его. Складываю конвертом. Делаю прямоугольник и раскатываю в пласт толщиной 4-5 мм.
Тесто хорошо катается, к скалке не липнет. У меня получился прямоугольник размерами 35 на 45 сантиметров. Выравниваю его. И разрезаю тесто на треугольники. А для начинки нам понадобится 40 грамм размягченного сливочного масла, 50 грамм любых дробленых орехов, у меня миндаль, 50 грамм изюма и 50 грамм сахара. Каждый треугольник слегка растягиваю. Смазываю сливочным маслом. Масло должно быть размягченным. Посыпаю сахаром. Орешками. Изюмом. И сворачиваю рулетик. Выкладываю рогалики на противень, застеленный пергаментом. Так поступаю со всеми кусочками теста. Получилось 9 рогаликов. Накрываю их и оставляю для расстойки на 40-45 минут. Прошло 45 минут. Рогалики подошли. Беру молоко, кисточку и смазываю им рогалики. Посыпаю сахаром и отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 30 минут вот такие замечательные рогалики готовы. Ароматные, пуховые, с хрустящей корочкой. Сейчас я разломлю рогалик и покажу, какой он внутри. Слоеное тесто, много начинки и очень-очень мягкие. Приятного вам аппетита!